Хочешь увидеть папу? Прыгай сюда. Сеньора Палма, осторожней. Я готов, партнер. Давай, мужик. Эй, как дела? Миссия прошла идеально. Привет, Брюн. Привет, солнышко. Это, наверное, было пустяком. Как в парке прогуляться. День в офисе, день позагорать. Ты проиграл. Ну, как твой глаз? Намного лучше. Можно посмотреть? Нет, ты не хочешь. Нет, хочу. Тебе больно? Ты им видишь? Да нет, все в порядке. Дай 5. Сдачу оставь. Знаешь, после того, как отвергли мою идею с громом, я решил уйти с флота и сам его построить. Это тогда ты взял Брю для дизайна системы? Да. Наша команда морских котиков устроила прощальную вечеринку, напоили меня в стельку и бросили меня в бассейн с акулой, которую не кормили 3 недели. Что было? Акула открыла пасть очень широко и хотела укусить, но я зашел сзади, потом ухватил ее за плавник. Она треснула меня хвостом, и мы носились по всему бассейну. Потом я засунул руку ей в жабры, хватился за желудок и дернул изо всей силы. А что было потом? Знаешь звук, который издает кальмар, когда его разрываешь? Кровь по всей акуле. И кое-что еще. Что еще? Что? Человеческая рука. С тех пор я сам обрабатываю своих акул. Кто знает, что там внутри найдешь. Вдруг там зверь. Посмотрим, что внутри нашего дружка. Маленькая была машина. Чем больше их ешь, тем они вкуснее. Что это? Похоже, что ожерелье какое-то. Вот. Подарок от меня и акулы. Спасибо. Мне надо помыться, а мой друг ей займется. Давай полетим в Скетблак. Полетим? Как это? Полетим. Мой дядя серьезен, Келли. Он все продумал, подождал по самой последней минуты. Я должна была понять, что он пытается украсть мой отель. Он его не получит. Эй, в чем дело? Макс, мне нужна твоя камера. Я думала, мама будет работать. Не волнуйся, Джесс, ты со мной. Она знает, ты в надежных руках. Ну, Спенсер, ты самый бездумный, безответственный ребенок-мужчина. Я таких в жизни не встречала. У тебя была спокойная жизнь, что я могу сказать? Джессика, иди подожди меня внутри. Где ты взяла это ожерелье? От Спенс, это класс. Нашли его в акуле. Не волнуйся, она была мертвой. Ты дал моей дочери то, что нашел в мертвой рыбе? Мам, он сначала вымыл. Мне жаль, что ты считаешь полеты опасными для Джесс. В следующий раз я спрошу разрешения. Увидимся, парень. Я надеялась, что встречу тебя. Как дела, Никол?
А лучше дня еще не было. Пойдем мы позагораем в дюнах. И я покажу тебе, как это может быть возбуждающе. Иди вперед. Мой красавец-крузер, ты был исключительным сегодня. Так действовал. Ну, а вы остальные. Я разочарован. Вы были очень плохой командой. Думаете, можно показать свои способности, а потом спрятать их? Так я скажу тебе, мой друг. Я не просто так был первым в своем классе в MIT. Я не просто так стал единственным дизайнером систем R15 для флота. Если думаете, что можете унижать меня при моем лучшем друге, так как сегодня вы сильно ошибаетесь. Это понятно? Алло, я не слышу. Надеюсь, больше об этом говорить не придется. А теперь... Время ремонта. Попался. Эй, Спенс, есть работка, братан. Прекрасный день. Эй, брат. Они приняли решение. Что? Они приняли решение. Кто принял? Какое решение? Флот. Они дают контракт компании с таким же прототипом. Что? Нет, 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 подожди, нет. Ничего сходного такого же быть не может. Дай посмотреть. Ты знаешь, что это? Это правительство. Это правительство поддерживает этих больших динозавров в бизнесе. Это все политика никак не относится к лучшему дизайну. Я страшно зол. Я пытался сделать систему, я проиграл. Ты что? Я проиграл. Ты что? Как ты можешь сказать, я проиграл так спокойно? Ты вложил все, что имел в эту лодку. Ты брал под проценты. Очень высокие. Ты одалживал в банках, как домино, брал займ, чтобы оплатить другой, без шанса на контракт, брат. Тебя закроют. Они уже закрыли. Они забирают Гром в следующую пятницу. О боже. Мы должны что-нибудь придумать. Знаешь, не было минуты, чтобы я не боролся. За что-нибудь. Против чего-нибудь. Думаю, меня уложили, Брю. Уложили? Уложили, Брю. Жаль, что я слышу это. О, Брю!
Боже, мне больно, Брю. Брю, ты в порядке? Да. Ну ты пес. Ай, Брю. Иди сюда. Уложили, а? Думаю, что нет. Я думаю, мы просто себя придерживаем. Не делай этого, Брю. Нет уж, я буду делать это. Хватит уже, я устал. Ты готов? Ты устал, мужик? Послушай меня, брат. Мы вложили кровь, пот и слезы в эту лодку. А ты хочешь лечь? Если бы это был твой сын, ты бы отдал его без драки? Ты это делаешь. Ты прав в этом. У меня не было времени сказать тебе. Угадай, кого я видел. Зовут Ковальский. Вспомнил? Ты хочешь, чтобы я пошел туда один и сказал этому артисту, что тебя уложили? Ковальский? Да. Ты уверен? Да. Уверен? Да. Он хвастался, что завалил Спенсера, он у тебя выиграл. Ты не мог дышать. Он сказал, что ты просто козявка. Это кошмар. Что мы будем делать? Это было от моего бедного мужа. Он был самым любимым. Нет, кольцо на пальце не одурачит дядю Эдварда. Само по себе нет, Мейган. Дорогая, ты готова это сделать, чтобы получить этот отель? Что? Ну, может быть, там есть человек, который очень подходит для тебя. Выйти за кого-нибудь в субботе? Но за кого? Арчи Ураган Спенсер. Я в отчаянии, но не настолько. Когда Спенс займется тобой как женщиной, он не нажимает на кнопки выключения. Он тебя заводит. Потом Джесс, этот парень, тоже должен нравиться. Да, Келли права, Джесси без ума от Спенса. Ну вот. Вы обе спятили. Потом, этот ваш Арчи Ураган Спенсер, кроме своей лодки, любит только свою драгоценную свободу. Ошибочка. Я знаю, что Спенс отдаст свою работу раньше, чем свою лодку. Мне нравится эта порочная улыбка. Ты что-то знаешь. Бейкер говорил мне все, лишь бы я с ним встречалась. Скажем просто, что Спенсер на крючке. Теперь надо только леску мотать. Нет. Нет. Мэг, нет. Я выиграл, я лучший, что ты смотришь? Думаешь, это смешно? Я лучший. Что с тобой, а? Да, ты, крошка. Я лучший, да. А это что? Смотрите. А ну-ка, иди сюда, я оторву от тебя кусочек, крошка. Хочешь выиграть деньги, чемпион? Хочешь выиграть деньги? Иди сюда. Ну что смотришь? Хочешь стать чемпионом?
Глаз за глаз. Не вставай. Нет, нет, я этого не могу. Вспомни об отеле. Давай, иди. Спенсер. Я хочу кое-что обсудить с тобой. Валяй. Наедине, если ты не против. Да, я одета, я готова. Я буду через 5 минут. Хорошо, спасибо. Ну, в чем тут дело? Потому что я опаздываю. Похоже, что ты во многом опаздываешь. Насколько ты отстал по банковским выплатам? Если уж я собираюсь вложить деньги, я хочу знать, во сколько мне это обойдется. Зачем тебе вкладывать деньги по моему займу? Сколько? 93 тысячи. Хорошо. Я, возможно, готова выдать такую сумму. Если я женишься на мне. Повтори еще раз. Ты должен жениться на мне. Подожди минутку. Я правильно понял? Ты хочешь заплатить мне, чтобы я женился на тебе? Если ты не достанешь деньги, ты потеряешь свою лодку. Если я не выйду замуж, я потеряю мой отель. Я думал, ты девушка романтичная, которая выйдет замуж только по любви. Именно это я и делаю. Не надо корчить такую рожу. Я люблю свой отель. Я даже готова жениться на тебе, чтобы спасти его. У нищего узкий выбор. Отчаявшиеся люди делают отчаянные люди. Как, выйдя за меня, ты спасешь свой отель? Это выполнит условия завещания моего отца. Я должна выйти замуж не позже, чем через 36 часов. Это будет взаимовыгодное деловое предприятие. Вот и все. Ну, так мы договорились или нет? Я дам тебе знать. Когда?
Привет, джин с тоником, пожалуйста. Сначала стелс отказал, потом я не мог развить полную тягу. Тяжко тебе пришлось. Знаешь, меня мучает чувство вины. Это как? Я тебе говорил, что Спенс спас мне жизнь. Получил в грудь пулю, которая шла в меня. Эта пуля убила бы меня. Теперь у меня такое чувство, будто я убиваю его мечту. Бывает, что мечта и не сбывается. И у тебя? Какая у тебя мечта? Вот уж нет. Скажи, какая у тебя мечта? Нет, это глупо. Потом она все равно не сбудется, так что назови свою мечту, и я назову тебе свою. Давай. Говори. Окей. Еще девчонкой я хотела поехать в Италию, во Флоренцию, и выучиться там на художницу, и вырезать обнаженку из каррерского мрамора, как Микеланджело вырезал Давида. Нет ничего более чувственного в мире, чем держать в своих руках контуры модели, закрыть глаза и чувствовать гладкую текстуру, эту грубую, могучую силу. Я говорила тебе, что это глупо. Нет, нет, совсем нет. Это было... Слушай, если нужна модель, я твоя... А твоя? Что? Мечта? Мечта? А, моя мечта. Она похожа на твою. Она не о мраморе, конечно. Это о живой женщине, реальной. В общем-то, это о тебе, Келли. Я мечтаю о нас двоих. Вместе. В браке, так сказать. Ну вот, я же говорила, бывает, что мечта и не сбывается. Плохой день. Я согласен. Пойдем куда-нибудь и обговорим детали. Не сейчас. Вот. Возьми кольцо. Делай предложение. Что? Проси меня выйти за тебя. Сейчас? При всех, что ли? Можешь встать на колени, если хочешь. Ты не очень-то. У моего дяди глаза повсюду. Чем больше будет свидетелей, тем лучше. Сделай это так, как следует. Выходи за меня. Громче. Выходи за меня. Громче, с чувством. Тебе нужно чувство? Ты хочешь громче и с чувством. Выходи за меня. Я больше не могу держать свои чувства в секрете. Я хочу, чтобы все знали, как я люблю тебя, как ты нужна мне, что я не могу жить без тебя, отпусти меня. Я хотел сказать «да», когда ты умоляла меня жениться на тебе месяц назад. Надеюсь, я еще не слишком опоздал. Нет, не опоздал, дорогой, и я люблю тебя тоже. Я поверить не могу. Я поверить не могу. Спенсер будет моим папой. Я этого всегда хотела. Эй, Спенс, я поверить не могу. Это невероятно. Осторожнее. Спокойнее. Давай.
Относи.